Привет, меня зовут Костя, и я очень рад видеть тебя на моем канале. Итак, если ты смотришь это видео, значит подумываешь стать программистом, и специально для тебя я кратко расскажу, как это сделать. Но прежде чем приступать, пару слов о себе, чтобы ты понял, что мне можно доверять. Я занимаюсь программированием более 10 лет. Начал еще в школе и занимаюсь этим по сей день. За это время я успел поработать как в мелких конторах, так и в крупных международных компаниях. Также я сменил несколько разных областей программирования. Успел позаниматься десктопными и мобильными приложениями, работал с 1С, а также делал сайты. Сейчас моей основной областью деятельности является разработка сложных веб-приложений. Ну что ж, не будем сильно затягивать и приступим к основной теме видео. И для начала я попробую развеять некоторые из мифов, касающихся программирования. Первое. Диплом. Тебе не нужен диплом, чтобы стать программистом. Если ты хороший специалист, ты всегда будешь востребован. Второе. Математика. Тебе навряд ли понадобится сложная математика, и если ты ее никогда не любил, то ничего страшного, скорее всего, она тебе не понадобится. Третий миф. Нужно много знать, чтобы стать программистом. Чтобы стать высококвалифицированным опытным программистом, да, без сомнения, нужно очень много знать. Но большая часть этих знаний приходит с опытом и с задачами, которые ты выполняешь по ходу своей деятельности. И чем раньше ты начнешь набираться опыта, тем лучше. Но чтобы начать программирование, нужно всего лишь желание и компьютер. А теперь перейдем к самому главному. Чтобы стать программистом, нужно сделать всего два шага. Первое – это выбрать область деятельности. Второе – начать изучать конкретные технологии и языки программирования. Поговорим про области деятельности. Программисты бывают разные. Одни делают драйвера для видеокарт, другие делают сайты. Одни разрабатывают искусственный интеллект, другие разрабатывают игры. Новичкам, которые еще не начали свой путь программиста, я всегда советую начинать с веб-разработки. И вот почему. Первое. Это не так сложно, поэтому не должно отбить желание заниматься этим дальше. Из своего опыта я знаю, что если ты сразу начнешь с разработки игр или мобильных приложений, то ты попросту зайдешь в тупик, где будешь не понимать, что у тебя происходит и почему что-то не работает. И после череды безуспешных попыток разобраться, в чем дело, ты попросту бросишь это гиблое дело и никогда не захочешь больше возвращаться к программированию. Второе. Веб-разработка очень востребована. Такие специалисты нужны везде, и ты никогда не останешься без работы. Третье. Это очень интересно. Наша жизнь тесно связана с интернетом, и поэтому я считаю, что очень круто разбираться, что там и как устроено. А еще круче сделать что-то свое. Плюс этот опыт никогда не будет лишним, ведь интернет и веб-разработка, соответственно, есть везде, в той или иной степени. Итак, с областью определились, теперь перейдем к технологиям, которые нужно изучить. И в принципе, чтобы начать путь веб-разработчика, вам нужно изучить всего 3 технологии. Первые две технологии — это HTML и CSS, которые являются основой любой веб-разработки. Без их изучения продвинуться дальше вы не сможете. Но они очень простые, поэтому изучите вы их довольно быстро. Далее вам нужно будет изучить основы JavaScript. Большая часть современной веб-разработки так или иначе связана с JavaScript, поэтому чтобы двигаться дальше, вам нужно будет выучить его основы. В принципе, это все, что нужно знать, чтобы начать изучать программирование. Если ты со мной согласен и хочешь стать веб-разработчиком, то обязательно смотри следующее видео, где я расскажу тебе об основах HTML и CSS, и мы с тобой быстро сделаем свою первую веб-страничку. Спасибо за просмотр, обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайки, не забывай про колокольчик, чтобы не пропустить следующих видео, и до новых встреч!